А сейчас немного интересных фишек айфона, а точнее более такая узкоспециализированная под звук. Для тех, кто любит прямо хорошее звучание, ну, относительно хорошее для наушников AirPods, вот таких вот маленьких или более таких больших, которые там тоже имеют шумоподавление, пространственное аудио. Для Apple сейчас в 16-й прошивке прямо такие сделали интересные обновления. Так что звук можно будет улучшить именно индивидуально под каждого пользователя. Так вот, есть три варианта адаптации звука под свои как бы нужды. Можно будет использовать обычный метод. Это просто зайти в настройки, наушники, и там будет возможность просто проверить, как слышно непосредственно разные звуки. И там примерно Apple выставит, какое звучание для вас подходит. То есть, в принципе, это стандартно на давно было. Просто дают возможность послушать музыку с разными, так сказать, наверное, с Hello. частотами, и 你好 после этого вот مرحبا. как бы определяется Алло. всего там два варианта: Алло. или плохо слышно, или Эй, неплохо слышно, как Салют. бы особого какого-то там детального анализа нет. То есть вот можно зайти в настройки, поклассать самостоятельно, проверить, действительно ли что-то меняется, но вот там типа версия 1, версия 2 там отличается буквально на какие там мизер, поэтому тут уже такой момент, лучше попробовать более такой серьезный подход. В 16-й версии прошивки добавили возможность сканировать с помощью Face ID ушную раковину, прямо индивидуальный подход к каждому уху. Поэтому если интересно пространственное звучание, то можно будет использовать непосредственно эту фишку, которая позволяет просто узнать, ну, как бы под себя, лично под себя, под свое ухо подстроить звучание, которое будет передаваться из AirPods Pro или AirPods Max или тех же AirPods третьего поколения. Но там нет шумодава, поэтому там такой себе. Вот. Но пространственное звучание там будет работать именно вот как нужно. Вот как будто звук передвигается вокруг меня. Для этого можно следовать подсказкам, которые прямо на экране показываются, когда мы сканируем ухо. То есть тут уже по звуку можно ориентироваться, что он отсканировал, не отсканировал. Ну, наверное, проще именно рукой вводить, потому что я вначале пытался головой крутить, но он мне все равно там что не попадал. Я просто рукой уже с телефоном просканировал через Face ID. Так что Apple теперь собирает и отпечатки ушей. Так что мои уши у них в базе. И третий вариант, он в принципе, ну, он связан с дополнительным приложением, но он делает полную аудиограмму. То есть тоже за счет звука. Там уже необходимо будет поставить приложение, оно бесплатно, но в целом оно полностью в тихом, спокойном помещении дает возможность просканировать, точнее, проанализировать пользователю свой звук, получить аудиограмму, и эту аудиограмму загрузить уже в приложение для наушников, настройки наушников, и он будет использовать эту аудиограмму для звучания. То есть, по сути, действительно есть изменения. Опять-таки, у Опять-таки, у каждого каждого свое свое какое-то восприятие будет по восприятие. звуку, то есть какие-то там детали по музыке, по звучанию, поэтому, ну, почему бы не проверить слух, как говорится, за бесплатно. Поэтому, если есть возможность установить приложение и какой-нибудь из этих наушников есть в наличии, потому что их откалибровали сами разработчики под эту программу, поэтому в целом очень хорошо определяет качество звучания, точнее, качество слуха в каждой индивидуальной, так сказать, личности. Поэтому, если есть возможность попробовать, почему бы не попробовать, как говорится. Тем более бесплатно, и получим какие-то данные. Можно их потом экспортировать уже под какие-то там устройства другие. Вот так, как видите, это все несложно, поэтому в данном случае можем использовать уже такие настройки. Вот, все, спасибо за внимание.